Кинематограф показывает нам ухоженных дам и благородных кавалеров, романтизируя средние века и царившую в то время атмосферу, однако на деле правда была гораздо менее благоуханна. До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. Так, среди ночной тишины и дневной суеты стоял аромат отхожих мест, ночных горшков, заменявших канализацию. В Англии и Шотландии обитатели выбрасывали содержимое горшков прямо из окон, и чтобы предупредить прохожих, выкрикивали «Гардилу», что означало «берегись». В конце 13 века в Париже также был издан закон о том, что, выливая ночной горшок из окна, нужно обязательно кричать «Осторожно, вода!». Кстати говоря, именно поэтому в то время появилась мода на широкополые шляпы, аксессуар предохранял дорогую одежду и парики от всего, что летело сверху. По всей Европе нанимали уборщиков, чтобы те очищали улицы от экскрементов и обеспечивали проходимость. Туалетов в средневековье практически не было, только у высшей знати. Однако существовавшие в богатых домах туалетные комнаты не имели ничего общего с современными санузлами. Обычно это были просто отдельные комнаты, в которых европейские дамы и господа испражнялись прямо на пол и в которых после прислуга проводила уборку. Нетрудно догадаться, что, несмотря на старания слуг, зловонье от таких процедур долго не выветривалось. По описаниям многих гостей Парижа, в том числе Леонардо да Винчи, на улицах города стоял жуткий смрад, причем самым вонючим местом в городе был Версаль. Дело в том, что, попав туда, народ старался не покидать дворец до тех пор, пока не встретиться с королем, а так как туалетов там не было, в маленькой Венеции пахло отнюдь не розами. У самого же Людовика XIV, впрочем, ватер-клозет был. Король Солнца мог восседать на нем, даже принимая гостей. В это время присутствовать при туалете высокопоставленных особ вообще считалось особо почетным. Говорят, что когда запах в замке становился невыносимым, король Людовик вместе со своей свитой переезжал в другую резиденцию, и только после этого помещения тщательно проветривались и очищались. Отходы человеческой жизнедеятельности были повсюду: у дверей, на балконах, во дворах, под окнами. При качестве средневековой пищи и антисанитарии диарея была делом обычным, до туалета просто не добежишь. Первый общественный туалет в Париже появился лишь в 19 веке, но предназначен он был исключительно для мужчин. В России общественные уборные появились при Петре I, но тоже только для придворных. Правда, в отличие от Франции, здесь туалеты были созданы как для мужчин, так и для женщин, а 100 лет назад началась испанская кампания по электрификации страны. Называлась она просто и понятно – унитаз. На самом деле первый унитаз со сливным бачком появился намного раньше. Его изобрел придворный английского королевского двора Джон Харрингтон в конце 16 века. Но популярностью ватер-клозет не пользовался из-за дороговизны и отсутствия канализации. В середине века плохие зубы были показателем знатного происхождения. Сейчас расскажу почему. Многие считают, что в средневековье плохие зубы имели крестьяне и представители низших сословий, однако на самом деле стоматологическими проблемами чаще всего обладала аристократия. Это связано с тем, что в XI-XV веках в Европе сахар стал получать большое распространение. Продукт был нетипичным для рациона людей того времени, и в результате этого у тех, кто мог его позволить, стал активно развиваться кариес и прочие проблемы с зубами. Именно поэтому плохие зубы в скором времени стали считаться показателем достатка и знатного происхождения. Притом их обладатели не очень-то и спешили обращаться к докторам, да и понятно почему, ведь в то время не существовало анестезии, а любая стоматологическая проблема решалась радикально – удалением больного зуба. Вшей в темные века называли божьими жемчужинами и считали признаком святости. Святые, как мужского, так и женского пола, обычно кичились тем, что вода никогда не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда им приходилось переходить вброд реки. А влюбленные трубадуры снимали с себя блох и пересаживали их на даму сердца, чтобы кровь, смешавшись в желудке насекомого, объединила сердца сладкой парочки. Сейчас это может показаться довольно противной процедурой, однако тогда то была романтика. Несмотря на всю свою святость, насекомые людей все-таки доставали, именно поэтому каждый имел при себе блохоловку или небольшую собаку. Последние обычно пользовались представительницы прекрасного пола, так что, дорогие девушки, нося с собой карманную собачку в розовой попоне, помните, откуда взялась традиция. Был и другой способ избавиться от вшей, он в основном пользовался популярностью у дам с пышной шевелюрой. Брали кусочек меха и смачивали его в крови и меде, после помещали его в прическу. Почуяв запах крови, насекомые
насекомые должны были устремиться к приманке и застрять в меде. А еще носили шелковое белье, которое, кстати, и стало популярным именно благодаря своей скользкости. Божьи жемчужины не могли уцепиться за столь гладкую ткань. Но все это ничто по сравнению с ртутью, которую втирали в кожу головы и даже ели в надежде спастись от вшей. Правда, умирали от этого в первую очередь люди, а не вши. В середине века мыло в основном использовалось в лечебных целях и в целях личной гигиены. Для изготовления мыла часто использовали известь и мыло, иногда также использовали древесную золу, смешанную с салом или маслом. Затем из мыла формировали лепешки и плитки, в которые добавляли сухие цветы и ароматизаторы, такие как лаванда. Качество и запах мыла зависели от того, насколько богатым был человек. Однако не всегда дело ограничивалось известью. К сожалению, некоторые люди делали мыло с использованием щелочи, только жесткой, что если сильно тереть, она могла стереть кожу. Мыловарение стало более распространенным в XVI веке, когда открылись торговые пути и увеличилась доступность сырья, необходимого для производства мыла. Однако лишь к XVIII веку мыловарение стало важной отраслью в Европе и стало широко использоваться для личной гигиены и уборки. Почти любые водные процедуры считались раньше не только ненужными, но и были записаны в разряд варварства. Большинство средневековых докторов выступало за необходимость регулярного принятия ванн, за исключением периодов эпидемии чумы, так как считали, что расширенные после контакта с теплой водой поры способны впитать зараженный воздух. Однако в реальности к рекомендациям специалистов мало кто прислушивался. При этом привилегия не мыться принадлежала богатым слоям населения. Так королева Испании Изабелла I Кастильская лично признавалась, что за всю жизнь мылась всего 2 раза. При рождении и в день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Папа Климент V погиб от дизентерии, папа Климент VII мучительно умер от чесотки. Был еще герцог Норфолк, который отказывался мыться из религиозных убеждений. В конце концов, его тело покрылось гнойниками, и тогда слуги, которые, по всей видимости, были намного сообразительнее своего господина, дождались, когда его светлость напьется в усмерть, посадили в ванну и кое-как отмыли. А в спальне Людовика XIV, который тоже принимал ванну лишь дважды в жизни, стоял такой запах нечистот, что русские послы позже писали: французский король смердит как дикий зверь. Кстати, примечательно, что русские люди считались настоящими варварами. По меркам того времени они принимали ванну безобразно часто. Многие европейцы с ужасом описывали вакханалию, творившуюся во время банных процедур на Руси, и комментировали, насколько необразованными и темными были русские люди. Подобное отношение к водным процедурам было обусловлено множеством факторов. Одни боялись заражения инфекциями, другие верили в мифы о том, что умывание лица ведет к слепоте и другим проблемам со здоровьем, третьи просто боялись воды, поскольку не были приучены к ней с детства. Ну и, конечно же, были те, кто отказывался от купания по религиозным соображениям. Вся проблема усугублялась еще и тем, что в средневековье стирка была отнюдь нерегулярным занятием, грязное белье и одежду стирали не чаще 2 раз в год, а в качестве порошка использовали смесь щелочи и мочи. Спасением от жуткого запаха являлись разнообразные ароматические средства. Дамы использовали пудру, мужчины предпочитали класть между одеждой небольшие мешочки с сухими травами, а пах и подмышки протирались розовой водой. Впрочем, это не особо спасало средневековых жителей ни от зловония, ни от разного рода болезней. Несмотря на абсолютную антисанитарию и отсутствие личной гигиены, жителям Средневековья не было чуждо стремление к прекрасному. Поэтому помимо ароматических средств, пудр и масел, мужчины и женщины прибегали к разного рода уловкам, чтобы сохранить свою красоту и молодость. Так, дамы регулярно умывались мочой. Для большинства из нас подобное кажется дикостью, однако в то время аристократы искренне верили в антисептические и регенерирующие свойства мочи. Конечно, современная наука знает, что моча никаких полезных свойств не имеет и что женщины мучили себя напрасно. Мочой молодость не вернешь. Кроме мочи, средневековые жители использовали различные смеси из золы, речной воды и соков ядовитых растений. Современные зубные щетки с мягкими щетинками и особыми составами зубной пасты – обычное дело для большинства людей в 21 веке, однако так было далеко не всегда. В средние века, когда гигиена была не приоритетом для большинства людей, ухаживать за зубами было довольно сложно. Зубную щетку заменяла деревянная палочка с зачищенным острым концом или ткань с битым известняком внутри, которую нужно было разжевывать во рту. Эти методы не отличались особой эффективностью, а потому мало кто уделял им внимания. Традиция регулярно
регулярной чистки зубов в Европе укоренилась довольно поздно, но даже тогда долгое время считалась неприличной. Отсутствие гигиены приводило к серьезным проблемам со здоровьем полости рта, особенно распространен был кариес. Стоит ли говорить, что неприятный запах в ротовой полости было обычным делом? Однако куда страшнее было, когда у средневековых леди и джентльменов зубы попросту сгнивали, и они скупали здоровые зубы у бедняков, чтобы восстановить свою улыбку. Лишь в 17 веке вышла первая книга о необходимости ухода за зубами, в которой кариес описывался как зубные черви. Но и это не привело к массовому распространению гигиены полости рта. Массовое производство зубных щеток началось только в конце 18 века, когда была изобретена зубная щетка с нейлоновыми щетинками. С тех пор методы ухода за зубами постоянно совершенствуются, и здоровье полости рта становится все важнее для людей во всем мире. В средние века женская и младенческая смертность во время родов были очень высокими. Медицина еще не была настолько развита, и в большинстве случаев, когда во время беременности возникала какая-либо патология, которая могла повлиять на ход родов, вся медицинская помощь роженицы сводилась к чтению исцеляющих молитв или избавляющих заговоров. Однако, как вы можете догадаться, ни те, ни другие не особо справлялись с задачей. Для облегчения же родовых мук средневековым женщинам подавали напиток из масла и уксуса, а также делали компрессы из орлиного навоза. Подобные манипуляции помогали мало, но к ним все равно продолжали прибегать на протяжении нескольких веков, так как не было другой альтернативы. Современные женщины имеют доступ к разнообразным средствам гигиены во время менструации, однако так было далеко не всегда. И в средние века женщинам приходилось проявлять изобретательность. Так, в средневековой Европе женщины использовали специальные тканевые повязки, приколотые к поясу юбки, чтобы те помогли сдержать менструальные выделения. Однако эти повязки приходилось стирать и менять до 10 раз в день. Еще одним распространенным вариантом, который пользовался популярностью в средневековых Англии и Франции, был особый вид болотного мха. Назывался он Sphagnus cymbifolioum. Растение обладало замечательными абсорбирующими свойствами. Ситуация начала меняться только в начале 20 века, когда медсестры начали использовать впитывающие хирургические салфетки в качестве гигиенических средств. Это открытие стало первым шагом к развитию современных гигиенических средств, таких как тампоны и прокладки. Подобное отношение к гигиене провоцировало рост болезней, однако врачи Средневековья, конечно же, были специалистами в своем деле и знали, как бороться с недугами. Наиболее распространенными методами лечения были пиявки, кровопускание и прижигание. Пиявками лечили рак и простуду, колики в животе и головные боли. И пока пиявочные доктора процветали, их пациенты гибли от заражения крови, даже если изначально обращались с незначительными жалобами вроде головной боли или мышечной усталости. Открытые раны чаще всего лечили раскаленной кочергой, считалось, что это эффективный способ бороться с инфекцией. Случалось, что кочерга помогала, но не всегда, и иногда после таких вмешательств приходилось ампутировать конечность. В общем, буквально еще несколько сот лет назад мир был намного темнее, страшнее и невежественнее, чем сегодня. Сложно представить, что качество жизни наших не столь далеких предков настолько разительно отличалось от того, что мы имеем сегодня. Что ж, за сегодняшний комфорт мы можем лишь благодарить современные технологии и прогрессивные медицинские исследования. На этом у нас все. Всем хорошего настроения и до встречи!